Столица нашей Родины – Москва. Москвичи сегодня живут настолько хорошо, что им даже ходить никуда не надо. Все привозят курьеры. А если ходить не надо, то и тротуары им ни к чему. В тот день женщина, ничего не подозревая, шла по тротуару, когда ее настиг велокурьер с сумкой. Это произошло в жилой зоне, где машины и велосипеды должны передвигаться с осторожностью и уважением к пешеходам. Однако вместо того, чтобы помочь пострадавшей, упавшей на асфальт женщине, курьер начал вести себя агрессивно. «Вы тут не ходите, мы тут ездим», — говорил этот мужчина. Вместо извинений в свой адрес дама услышала отборную ругань, а также недвусмысленные угрозы. Представитель одной из республик Средней Азии для этого вполне достаточно владел русским языком. «Естественно, я применяю спецсредства, потому что я за жизнь борюсь. Он вырывает этот баллон, и меня же в лицо этим баллоном. Я пытаюсь его задержать, он меня бьет ногой в живот и бросает на асфальт», рассказывала потом потерпевшая приехавшим на место активистам русской общины. Когда женщина попыталась вызвать полицию, агрессор решил, что ситуация требует подмоги, он начал звонить своим коллегам. Это была не просто самооборона, а скорее демонстрация коллективной силы приезжих курьеров, которые в последние годы стали частью городского ландшафта, но, к сожалению, не всегда уважая местные законы и обычаи. Не менее тревожным в этой ситуации стало и поведение прохожих. Люди боялись вмешаться, предпочитая оставаться наблюдателями. Это говорит о высоком уровне безразличия, который распространился среди москвичей. Но можно ли их винить, когда случаи агрессивного поведения со стороны приезжих, включая курьеров, становятся все более частыми? Когда на место отделения прибыл патруль ППС, стало очевидно, что ситуация приняла абсурдный оборот. Полицейские, вместо того, чтобы разобраться в обстоятельствах и защитить пострадавшую, поверили в спектакль, разыгранный курьером, который вдруг забыл русский язык и стал корчиться от мнимой боли. Только после прибытия дружинников русской общины и опроса свидетелей стало ясно, кто жертва, а кто агрессор. К моменту приезда активистов на месте ЧП уже образовалась изрядная толпа из сотрудников полиции и группы поддержки курьера. Общинники начали снимать видео. Тем более, что события разворачивались любопытные. У каждого из участников этого собрания была своя правда и своя точка зрения на конфликт. Избитая женщина почему-то считает, что ее, как пешехода, курьер на пешеходной дорожке должен уважать и аккуратно объезжать. И уж тем более не сбивать в случае ДТП. «Я же заказ доставляю, трудно уйти с тротуара». Именно так заявил сам слегка остывший курьер. За него приехали заступаться несколько земляков, включая родного брата. Приехав на место, они вели себя дерзко, выкрикивая оскорбления в адрес обвиняемой и ее супруги, который поспешил на помощь. Представитель правоохранительных органов тоже имел свою точку зрения на конфликт и способ его урегулирования. Сотрудник не представился, номер велосипеда неправильно записал. Потом стал провоцировать меня на националистическую статью. Так описывает ситуацию женщина. Хотя, казалось бы, о чем разговор? У нее на животе отпечаток ноги курьера. В Москве у курьеров сегодня очень популярны компактные электровелосипеды. Вес Jetson Monster Pro, например, составляет 40 килограмм. Примерно такая машина была у курьера в Митино. Общий вес велосипеда, курьера и груза может составлять 150-200 килограмм. На тротуаре подобный снаряд может легко стать машиной смерти. Поэтому в современной редакции ПДД определено, что если человек на электросамокате создает помехи движению пешеходов, он должен двигаться с их скоростью или спешиться. Нарушение этого правила, нападение на женщину, вполне достаточный состав для административки, как минимум. Этот случай не единственное происшествие, а рассмотрение системной проблемы. Поведение агрессивных приезжих курьеров уже давно стало причиной недовольства общества. Москвичи и жители других крупных городов устали от хамства и наглости, что идет вкупе с дешевой рабочей силой. Почему компании, вроде Яндекс.Лавки, не объясняют своим сотрудникам законы страны, в которую они приехали для работы с ее жителями? Люди ждут справедливого наказания для велокурьера и его коллег, которые считают, что могут безнаказанно нарушать законы и ездить на своем транспорте по пешеходным дорожкам, сбивая при этом людей. Как стало известно, председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении курьера на женщину в Москве. В социальных медиа сообщается, что в Москве курьер, являющийся гражданином Республики Узбекистан, на велосипеде сбил женщину на тротуаре. Но вместо извинений он ударил ее в живот, угрожал и оскорблял. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».
Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!